этот препарат стал абсолютно мировым блокбастером. Почему этот препарат снижает вес? Снижение веса не фигурирует в инструкции. Что действительно кома может случиться? Человек может умереть. Мы играем в определенную игру, пытаясь понять, кому можно, кому нельзя. Мы можем достичь, по сути дела, ремиссии сахарного диабета. Все худеющие только и говорят о суперпрепарате, который буквально на глазах избавляет от лишних килограммов. Конечно, это кажется чудом. Ешь что и сколько хочешь и худеешь. Давайте узнаем, как работает волшебное средство, кому оно действительно поможет и что будет с теми, кто принимает его без назначения врача. О таблетках для похудения и не только о таблетках поговорим с эндокринологом Андреем Подзолковым. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть. Взаимно. Андрей Подзолков, эндокринолог, кандидат медицинских наук. Все худеющие уже знают этот препарат, на О начинается, на К заканчивается. Что это за чудо такое вообще расчудесное? Что уникального в этом препарате? Расскажите нам. На самом деле чуду чудесному в Российской Федерации примерно 5 лет. Потому что появился он практически, этот препарат, я говорю про семаглютид, и понятно, что мы там условно называем торговую марку Оземпик, да, он появился практически прямо перед пандемией. И его эффекты, они действительно получились сенсационными, потому что группу препаратов мы знаем достаточно давно. То есть это не секрет, что препараты, которые содержат в себе глюкагоноподобный пептид-1, вот это вот заклинание, да, они влияют на сахар очень хорошо, то есть снижают его уровень, потому что это изначально препарат для лечения сахарного диабета. Но плюс ко всему были открыты эффекты, которые показали его очень значимое влияние на массу тела. И, собственно говоря, последние 10 лет были направлены на то, чтобы понять, насколько вот эти группы препаратов не только снижает сахар, да, и насколько оно компенсирует заболевание сахарным диабетом у наших пациентов, а насколько оно реально позволяет снизить вес. И собственно, эти работы, они были направлены на понимание механизмов работы и каким образом семаглютид действует и работает у наших с вами пациентов как с сахарным диабетом, так и с избыточной массой тела и ожирением. Слушай, все это очень интересно на самом деле. Для людей, которые не понимают сильно в механизмах действий, препаратах и так далее, в медицине, в том, как работает глюкагонопептидный этот гормон, можешь понятно объяснить, почему этот препарат снижает вес? Потому что человек хочет меньше есть. Если мы говорим это центральное действие. То есть мы говорим, на самом деле, если рассматривать все проблемы, которые так или иначе связаны со снижением массы тела, все у нас, естественно, в голове. Да? Большая часть проблем, которые связаны с набором веса, это проблема переедания, невозможности насытиться и желанием получать некое удовольствие от приема пищи. Потому что все-таки мы гедонисты, и мы пытаемся сделать так, чтобы доставить себе хоть какое-то удовольствие. А еда и, как это ни странно, алкоголь, да, все-таки это самые дешевые и самые понятные антидепрессанты для нашего человека. Простым языком, этот препарат влияет на мозг таким образом, что он замедляет желание человека есть, то есть он притупляет чувство голода, и он притупляет чувство аппетита во время еды, то есть человек не переедает, то есть он наедается меньшим количеством еды за гораздо более длительный промежуток времени. То есть он ест реже, он ест меньше, за счет этого он получает меньше энергии и, как следствие, он худеет. Это очень интересно, но получается, что известный нам сибутрамин, та же миридия, редуксин и прочее, да, они тоже ведь воздействуют на мозг. Но здесь, я так понимаю, есть еще и бонусом. Аппетит снижается во время еды. И это да, но те препараты, которые ты первые назвала, они не совсем селективны. То есть мы говорим про то, что они влияют на захват серотонина, плюс ко всему адреналин, норадреналин, другие медиаторы. То есть как раз проблема этих препаратов заключалась в том, что они, собственно, вызывали определенные побочные эффекты, которые были сопряжены с работой сердечно-сосудистой системы. Эта проблема, которая была связана с редуксином, с миридией и так далее, она как раз крылась в том, что это не селективные препараты.
И есть еще один момент, наверное, про это чуть попозже. Все-таки, если мы говорим про центральные препараты, вот, да, про сибутрамин, это только головной мозг. То есть мы больше нигде не воздействуем. Если мы говорим про группу глюкогоноподобного пептида 1, то есть это что? Это лираглютид, это саксенда, это аземпик, это, соответственно, семаглютид, это дулаглютид, это трулисити и еще несколько препаратов, которые, в общем, на рынке сейчас практически не появляются в Российской Федерации. И они-то влияют не только на мозг, они влияют еще и на периферию, то есть они влияют на желудок, на кишечник и так далее. То есть это, по сути, двойной механизм действия препарата, который до этого момента был невозможен. Если мы говорим про сибутрамин, это только мозги. Если мы говорим про другой зарегистрированный в Российской Федерации препарат Орлистат или Ксеникал, он действовал только на кишечник. Это препарат, который действует и там, и там. Супер, слушай, еще такой вопрос сейчас родился, дальше прям по списку пойдем. А может ли врач понять, ну или не врач, например, а просто человек, что вот этот чувак точно похудел на Оземпике? Я боюсь, что нет. Ну, то есть, на самом деле, есть какие-то определенные сейчас уже моменты, связанные с тем, что появился такой Оземпик Фейс, вот это вот все, там с Ким Кардашьян это было связано, с определенными селебритис, которые, безусловно, худели на Оземпике и так далее. Но в целом сказать, что человек похудел на Оземпике, нельзя, потому что ну, как бы человек просто похудел. Каким образом он это сделал, ну, неизвестно. То есть это может быть хирургия, это может быть какие-то косметологические мероприятия, это может быть просто сила воли, это может быть спорт и так далее. С Оземпиком мы так четко сказать, что вот человек худеет на условно глюкогоноподобном пептиде 1 или его аналогах, нет, мы не можем. Перечислим топ-3 показания к этим препаратам, к Оземпику в первую очередь, потому что ты уже сказал, что препарат был изначально разработан для людей с сахарным диабетом, да, и только потом уже люди с лишним весом стали. Ну вот смотри, если мы берем Российскую Федерацию, то в общем это единственное показание, которое прописано в инструкции, потому что, во-первых, препарат сейчас практически невозможно купить в РФ, Novo Nordisk значительно сократил поставки в Российскую Федерацию, не проходило никаких других перерегистраций и снижение веса не фигурирует в инструкции, то есть это всегда off-label терапия. То есть когда человек применяет Оземпик в Российской Федерации не с целью лечения сахарного диабета, это так называемая off-label история. То есть человек действует вне инструкции, или врач ему рекомендует этот препарат вне инструкции, подписывает там определенные соглашения индивидуальные там, и так далее, и так далее. То есть это некая история. Если мы говорим про мир, то, безусловно, это и снижение массы тела, и, соответственно, нарушение липидного и углеводного обмена на этапе преддиабета и, соответственно, непосредственно сахарный диабет. Вот это то, что в мире сейчас активно обсуждается, и эти препараты применяются именно для лечения вот этих состояний. О противопоказаниях тоже хочется поговорить, потому что многие боятся, ну что там, головокружение, тошнота, да, где-то еще сказано про кому внезапную, потому что этот препарат колят один раз в неделю. Что, действительно, кома может случиться? Ну, если человек уколет этот препарат с сахарным диабетом, например, первого типа, что является абсолютно противопоказанием для этого назначения, потенциально какие-то побочные эффекты могут быть, наверное. Но про кому я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Мне кажется, что это несколько такие больше страшилки. Опять-таки в интернете больше страшилок про онкологию, что этот препарат вызывает рак щитовидной железы, и вот эти вот все моменты, связанные с онкофобией вообще в целом в нашей стране. Это, ну, честно говоря, слухи и не совсем правда, потому что когда препарат регистрируется, он проходит достаточно большое количество клинических исследований и испытаний, в том числе на животных. Здесь в данном случае были мыши и крысы. И вот у одной из популяций мышей или крыс, я сейчас уже точно не помню, у которых исследовался семаглютид, то есть Оземпик, происходило некое увеличение клеток, которые влияют на выработку гормона кальцитонин. Не буду грузить наших слушателей и подписчиков канала, да, сложностями, связанными с там, вот этой вот гормональной регуляцией. В общем, должны были отразить этот факт. И у людей тоже есть эти клетки, тоже вырабатывается кальцитонин, он связан с регуляцией обмена кальция в организме, и потенциально при определенных видах онкологических заболеваний происходит вот эта вот история, связанная с его выраженным повышением. Но это крайне редкое заболевание, которое называется медулярный рак щитовидной железы. Оно наследственное, оно тяжелое, оно сложное и редкое, что самое главное. Вот за все исследования, которые были проведены уже непосредственно постфактум выпуска препарата,
никаких изменений в щитовидной железе у людей не отмечалось. Но страшилки относительно того, что он действительно вызывает рак, они существуют. Какие побочные эффекты? Самый частый побочный эффект – это действительно тошнота, иногда рвота, потому что может быть передозировка даже на небольшой, как бы самой малой дозе. Чувствительность рецепторов к этому гормону у людей очень индивидуальна. И вот, скажем так, работая с этим препаратом уже там на протяжении 5 лет, ты, естественно, видишь вот эти вот изменения в самочувствии людей, когда ты назначаешь те или иные дозировки препарата. И самый часто это действительно тошнота, похожая на укачивание в транспорте, то есть такая не сильная, не похожая на пищевое отравление, а это скорее вот такое вот какое-то головокружение на уровне хорошего автомобиля, который ты вот у тебя укачало сзади, ты едешь и тебя немножко подташнивает. Может быть рвота, но это очень индивидуально и очень редко. На самом деле я не могу сказать, что это частый побочный эффект, и он, в общем, чаще встречается на более высоких дозах. И сложные моменты могут быть у пациентов с достаточно серьезной избыточной массой тела и у тех людей, у которых есть проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой на уровне хронических или обострения хронических панкреатитов. То есть есть вот определенные данные, что эта группа препаратов может вызывать образование камней в желчном пузыре, что приводит, естественно, к острому холециститу, и обострению хронического панкреатита. Вот те данные, которые существуют. Сказать, что это часто? Нет, не часто, но это моменты, которые, естественно, ограничивают их применение. Для того, чтобы прям вот закрепить эти знания, кому, давай можем назвать там топ-3 группы пациентов, кому бы ты точно не назначил Оземпик? Ну, давайте так, прямо идем по инструкции. Кому нельзя Оземпик? Это беременные женщины, кормящие мамы, соответственно, грудью. Это пациенты тяжелые, полиморбидные, с тяжелыми осложнениями, пациенты с большим количеством заболеваний, в том числе печени и почек, соответственно, с серьезно сниженной фильтрационной способностью почек, то есть на уровне практически диализа, и хронической почечной и печеночной недостаточностью. Ну и, соответственно, то, что мы проговорили, это сахарный диабет первого типа, и в нашей стране это вот проблемы, связанные с тем, что нет регистрации по ожирению. То есть это, в общем, такое, уже off-label история. Ну вот на самом деле, если глобально на всю эту проблему смотреть, мы же понимаем сейчас, что ожирение – это реально пандемия нашего века, что люди набирают вес, они не имеют силы воли для того, чтобы там хорошо его сбросить и так далее. И получается, что единственная надежда, которая появилась у людей, ее не осталось. Или в России все-таки есть препараты, которые могут быть альтернативой этим средствам? Надежда всегда остается, и этой девушке всегда не повезло, она умирает последней, да, вот, поэтому, что бы ни случилось, надежда есть всегда. Во-первых, я надеюсь, что очень скоро все-таки мы добьемся того, что этот препарат будет зарегистрирован в Российской Федерации как препарат для снижения веса, хотя в мире Оземпик и Вегови, или Вигови, он Вегови скорее, это препарат как раз для снижения веса, то есть компания Novo Nordisk, она разделила направление и разделила препараты в маркетинговых нишах, да, то есть условно Оземпик для сахарного диабета, Вегови это препарат для снижения массы тела, потому что там доза выше. Вот. И вот эти вот моменты, они, помимо маркетинговых всех моментов, они, в общем, достаточно четко дают понять, что кому назначать. В Российской Федерации Вегови вообще не зарегистрированы, его нет, и его иногда привозят из поездок за рубеж, но в целом, наверное, надежда есть на то, что, во-первых, появится Вегови, во-вторых, что появятся некие формулировки в инструкции к препарату о том, что его можно применять для снижения веса, и в-третьих, в нашей стране все-таки остался препарат, который официально зарегистрирован из этой группы, тоже препарат компании Novo Nordisk, это препарат, который называется лираглютид или Саксенда. Вот, его эффекты чуть менее выражены в плане снижения веса, чем у, соответственно, Оземпика, потому что это было показано в нескольких исследованиях, которые были проведены до этого. И так или иначе люди имеют возможность применять современную терапию. Но в целом, наверное, сейчас можно говорить о том, что мы вообще в
попали в новую эпоху вот этих вот кишечных гормонов, кишечных препаратов, потому что в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрированы двойные молекулы. То есть, если говорить про Оземпик, это молекула, состоящая из одного глюкагоноподобного пептида 1. В мире уже существуют молекулы, они открыты, где существует 3 компонента. На рынке уже существует 2 компонента. Это терзапатид или известный тоже в Российской Федерации препарат Мунджаро. Вот, то есть это тоже уже, ну скажем так, наука не стоит на месте. Мы движемся каждый год, и эти препараты безусловно появляются. Эти препараты безусловно прорывные, и они абсолютно показывают фантастические результаты и по контролю диабета, и по снижению массы тела. Очень скоро появится ретотрутид, это вот тройная молекула, соответственно, которая содержит 3 компонентов в своем составе. Поэтому в России все это будет. Вопрос когда. А в чем уникальность этой тройной молекулы? То есть что этот препарат делает такого, что даже Оземпик еще не может? Ну, Оземпик, он был таким, на самом деле, на мой взгляд, это такой счастливый лотерейный билет компании Novo Nordisk вытянул. То есть они не ожидали, что это так будет. Вот. И дальше получилось так, что этот препарат стал абсолютно мировым блокбастером. То есть когда, я не помню, там чистая прибыль или валовая прибыль компании Novo Nordisk превысила годовой бюджет Дании, в общем, это о чем-то говорит, да? Вот. Естественно, эти препараты, они активны. Каждый 3-й человек в Соединенных Штатах Америки использует глюкагоноподобный пептид 1. Вот по такие данные выходят сейчас. Ну, с избыточным весом, понятно, да? И вот эта вот история, она про то, что мир пытается похудеть. Весь мир пытается похудеть, потому что когда мы начинаем вообще в принципе историю ожирения рассматривать, ведь эта история очень молодая, ей 35 лет. Мы научились понимать ожирение 35 лет тому назад. До этого момента это была история всего лишь косметологических проблем. Сейчас мы понимаем, что это тяжелейшее хроническое заболевание, которое требует назначения медицинских препаратов. Помимо психотерапии, помимо влияния модификации образа жизни, стресс-менеджмента, сна, общей классической правильной уже превентивной медицины. Да? И мы сейчас на том этапе понимания, что в целом, если человек страдает ожирением, то, естественно, ему нужно несколько врачей, которые должны его вести. Это эндокринолог, это диетолог, это психотерапевт, это иногда кардиолог, иногда гастроэнтеролог. И вот эта вот комбинация врачей для ведения этих пациентов, она в последующем будет сравнима с комбинацией молекул, которые будут, соответственно, появляться на рынке. Вот если говорить про кардиологию, например, то там практически ничего не появляется уже 25 лет. То есть все группы препаратов, которыми лечат артериальную гипертензию, они известны уже лет 30. Просто появляются таблетки, так мультитаблетки, да, в которых содержатся 3 компонента, 4 компонента, в некоторых уже 5 компонентов, чтобы людям было проще применять. Вот по сути дела новые комбинации вот этих препаратов для снижения массы тела, они для простоты применения, раз, для более выраженного эффекта, 2, плюс ко всему. Мы же не знаем, вдруг что-то еще появится, помимо снижения веса, что-то более крутое. Что значит выраженного эффекта? То есть на Оземпике человек худеет на самом деле достаточно стремительно. Еще более выраженный эффект, то есть еще быстрее будет человек худеть? Или у него там кожа автоматически будет подтягиваться? Ну, на самом деле, опять-таки, по своему опыту люди худеют по-разному, очень по-разному. Вот. И чем быстрее худеет человек, тем хуже на самом деле, потому что это не классный эффект препарата, а это, скажем так, особенность данного конкретного человека. Наоборот, худеть надо очень медленно. Как раз для того, чтобы ни кожа не обвисала, ни метаболизм не сходил с ума в этот момент и не понял, что вообще что происходит. Да, я весил 160 килограмм, и через 3 месяца ты весишь, условно, там, я не знаю, 145. Вот. И для организма, конечно, это тяжело. Что значит более эффективны или как, да? Во-первых, эти препараты показали свою очень хорошую кардиопротективность, то есть они защищают сердце. Во-вторых, эти препараты в целом работают очень хорошо с пролонгацией работы клеток, которые вырабатывают инсулин, бета-клетки. То есть мы говорим о том, что мы можем достичь, по сути дела, ремиссии сахарного диабета. То есть то, о чем мечтали еще 25 лет тому назад, по сути, со снижением массы тела у данных людей, оно сравнимо иногда с бариатрической хирургией. Ведь есть же данные, которые говорят о том, что у людей, которые перенесли определенные варианты бариатрических хирургий, сахарный диабет входит в стойкую ремиссию. Вот здесь примерно то же самое. То есть человек с
впервые выявленным не очень тяжелым сахарным диабетом, который лечился метформином и так далее, и так далее, и так далее. Да, у него есть ожирение там, первой или второй степени, он начинает принимать эти препараты, он значимо снижает вес, ему удается его удержать, у него меняются пищевые привычки, он по-другому смотрит на спорт, он по-другому смотрит на сон. И вот эта вот классическая превенция заболеваний в перспективе, она, собственно, и дает свои плоды. То есть человек что делает? Он становится здоровым. И это, наверное, основная цель для достижения вот этих вот идеальных каких-то сочетаний молекул, препаратов, работы врачей разных специальностей. Вот наша цель. То есть наша цель сделать так, чтобы человек дожил до 125 лет. Получится ли это когда-нибудь? Я уверен, что да. Ну, смотри, хорошо, предположим, человек добился своих целевых показателей, да, он там снизил вес на этом препарате. Как слезать с этого оземпика или будь то там какой-то аналог, например? Ну, если честно, таких вот как бы рекомендаций, как отменять этот препарат, не существует. Но логичнее предположить, опять-таки, разные сообщества, разные опыты разных школ и так далее, там, разных исследователей, врачей, они говорят о том, что как вот постепенно мы его назначали, так же логично постепенно с него уходить. Потому что все-таки мозг, он адаптируется к определенной дозировке, и организм адаптируется, человек к определенной дозировке. Здесь важно... Есть такое понятие вообще в целом в эндокринологии, в медицине тонкий тюнинг дозы. То есть, когда ты, Как красиво. да, то есть, когда ты подстраиваешь определенный препарат под конкретного человека, ну, так, например, с тироксином бывает. Там иногда говоришь человеку, начните принимать там 88 микрограмм препарата эльтироксин. Он такой бывает, мы говорим, да. Вот. И здесь примерно то же самое. То есть это не всегда действие по инструкции. То есть это ситуация, когда ты рекомендуешь человеку, ну, в общем, прислушиваться к себе, к своим ощущениям, на отмену дозы, как он себя чувствует, появляется ли снова чувство голода, появляется ли снова чувство аппетита, как он в целом ощущает себя, какое у него самочувствие и так далее, так далее. То есть это, ну, это, наверное, уже такое ремесло, если можно такое слово сказать. То есть ты понимаешь с опытом, как отменять этот препарат у конкретного человека. Ну вот, это опять тот самый мир розовых единорогов, где пациент идет к доктору, и доктор весь такой на позитиве, назначает ему правильную комбинацию, контролирует и так далее. Но у нас люди сами себе назначают эти препараты, они их достают, они их колят. Я уверена, что ты встречал таких людей. Вот самое страшное, что может случиться при самоназначении таких? Человек может умереть на самом деле. Ну, то есть, как бы, эта история, она известна, и были случаи смертей молодых девушек с индексом массы тела меньше 17, которые, ну, в общем, это же психические заболевания, к сожалению, людей, которые есть такой термин дисморфофобия, то есть, когда человек всегда недоволен собой, да, своей внешностью, что там порождает необходимость пластических хирургов, тех или иных операций там, с косметологами и так далее, так далее. Это примерно то же самое, то есть, когда мы говорим о тяжелых каких-то психических заболеваниях, иногда скрытых, иногда тех, которых люди не знают или родственники не знают, и человек, пытаясь похудеть, он загоняет себя вот в эту ловушку собственной психики. Да? Я знаю девочек, которые умирали на этих препаратах просто потому, что они были изначально очень худые. И если человек не ест условно 2-3 дня, ну, понятно, что не все способны выдержать это. Поэтому самоназначение вообще в нашей стране, это, или там подружка рекомендовала, да, тоже частая история, это, конечно, бич современности, потому что, возвращаясь там условно из Европы или из других стран, ты понимаешь, что никакие серьезные препараты, кроме ибупрофена, ты купить не можешь. Ну, то есть ты можешь купить капли в нос, это не все, ты можешь купить парацетамол и ибупрофен, ты можешь купить что-то, ну, скажем так, для того, чтобы у тебя горло не болело. Все. Все остальное ты покупаешь исключительно по рекомендации и по рецепту врача. Других вариантов нет. В Российской Федерации все действительно очень сложно в плане... Ну, хорошо, что сейчас, по крайней мере, антибиотики стали продавать по рецепту. Вот. Эти препараты, они небезопасны. И если человек сам хочет назначить себе что-то, конечно же, мы на это никаким образом повлиять не можем. Но, по крайней мере, сказать ему: дружище, остановись, сходи к доктору, это не так дорого стоит, посоветуйся хотя бы. Вот. И прими решение вместе с ним, вообще нужно оно тебе, или ты ищешь вообще не там. Потому что это очень частая история, когда человек сам себе по интернету ставит диагноз, хотя на самом деле это ничего общего с тем состоянием, которое он себе диагностировал, не имеет. И дальше человек сам себя загоняет в мышеловку.
Действительно, в российских аптеках можно сегодня приобрести без рецепта российский аналог Оземпика. Стоит он 5000 рублей. Выяснила я тут не так давно. В 2023 году зарегистрирован, и он уже, я так понимаю, так или иначе назначается эндокринологами. Что скажешь, какие отличия кардинально видны? Пока ничего не скажу, потому что Семовик, который появился, действительно анонсирован как полный аналог Оземпика. Даже по картинке и упаковке он, в общем, очень сопоставим. Опыта применения у меня очень мало пока, то есть он назначается, люди, которые болеют сахарным диабетом, действительно этот препарат сейчас выдается в поликлиниках, и они его покупают в аптеках по рецепту, Лен, все-таки. Вот, ну, по крайней мере, вот те, кто просил у меня рецепт на этот препарат, они просили рецепт, потому что в аптеке его все-таки спрашивали. Поэтому респект тем аптекам, которые, в общем, это делают. Да. В целом, пока у меня опыта очень мало его применения, хотя есть люди, которые приходят ко мне уже на российском аналоге. Посмотрим, что будет, потому что, ну, как бы без этих препаратов я практически не представляю свою сейчас уже эндокринную практику. Ну, то есть, если там 15 лет тому назад прожить без виктозы и было можно, это аналог Саксенда, да, первый препарат, который появился. Это, кстати, к вопросу о Оземпике и Вегове. Да, есть виктоза, это препарат для лечения диабета, а есть Саксенда, это препарат для лечения, соответственно, ожирения. И вот эти два препарата, это одна и та же молекула, просто торговые названия разные. И тут Novo Nordisk успел это сделать и зарегистрировать два, а с Оземпиком так не получилось. В любом случае, подытожим, мы сегодня говорим о диагнозе ожирения. Стоит сказать о том, что диагноз ожирения выставляется врачом, когда индекс массы тела у человека превышает 30. Точно. Да, 30. Килограмм на метр в квадрате. То есть здесь некая такая, ну, формула нужна. Да, мы обязательно дадим ссылочку на эту формулу. Каждый человек может это сделать. Точно так же вы можете взять сантиметровую ленту и померить объем своей талии. У мужчин он не должен превышать 86. 96. 96, у женщин 80. 88. Если не выходит за пределы там, нормы, да, вот это вот, не до ожирения, здесь мы можем справиться без медикаментозной терапии? Смотри, Лен, то есть здесь такая же ситуация, по сути дела, как с преддиабетом. Ну, то есть, как бы, это скорее такая игра на уровне систем здравоохранения. То есть в разных странах пациенты с сахарным диабетом имеют определенные преимущества, ну, там, получение препаратов, определенных льгот и так далее, так далее, так далее. Да? Вот все, что связано с, там, условно, с это недодиагноз, да, то есть, хотя на самом деле механизмы плюс-минус те же самые, то есть, по сути, разницы между преддиабетом и сахарным диабетом практически нет. Ну, то есть, это просто лабораторные, да, моменты постановки диагноза. То есть, если у человека есть изменение углеводного обмена, но его гликированный гемоглобин не превышает 6,5, а глюкоза не превышает условно там 11 миллимоль, мы не можем поставить ему сахарный диабет, мы ставим ему преддиабет. Хотя по большому счету разница между по большому счету, да, разницы между преддиабетом и диабетом нет, но это просто огромная нагрузка, финансовая прежде всего и такая, ну как ее сказать, человеческая амбулаторная, да, то есть нужно большее количество пациентов с сахарным диабетом обеспечить теми или иными препаратами. Это нагрузка на государство. И вот здесь важно понимать, что в целом различия в тактике ведения этих пациентов не существует. То есть мы назначаем ровно те же самые препараты, мы даем практически те же самые рекомендации. Просто мы говорим о том, что при преддиабете можно одно, при сахарном диабете уже арсенал значительно шире. Также и с ожирением. Ну, то есть, как бы избыточная масса тела – это уже не норма. То есть, когда мы говорим про индекс массы тела 25 и выше, это ситуация, когда у человека уже, скорее всего, запущены проблемы подфизиологические, это вот этих вот кругов инсулинорезистентности, лептинорезистентности, проблем, связанных с бета-клеткой, то есть, которая синтезирует инсулин и так далее, так далее, так далее. И поэтому, вот когда мы говорили, например, про Саксенду, там есть определенная сноска, когда ее можно назначить пациенту без ожирения. То есть с избыточной массой тела этот препарат тоже окей, но при определенных там условно допущениях, то есть, ну, например, там, при изменении уровня липидов в крови. То есть, если человек имеет проблему, связанную с гиперхолестеринемией, то есть повышением холестерина в крови, ему назначается Саксенда.
Поэтому вот здесь ровно то же самое. То есть мы играем в определенную игру, пытаясь понять, кому можно, кому нельзя, что будет, если мы назначим, а что будет, если не назначим. Вот как бы здесь мы работаем строго в правовом поле. То есть мы понимаем, что вот условно этому человеку мы не можем назначить этот препарат, потому что показаний нет. В мире ситуация немножко другая. Ну, то есть там есть препараты для лечения ожирения, там есть препараты, их больше просто, да, и зарегистрированных больше. И вот эта вот сложность в работе хороших на самом деле врачей в Российской Федерации, которые читают международные рекомендации, которые знают названия новых препаратов, которые интересуются новыми веяниями эндокринологии, кардиологии, неврологии. Да, их очень много, этих людей. Да? Они новые, они молодые, они клевые, они читающие, они знающие, они обучающиеся, но они сдержаны определенными государственными тисками, потому что ты просто не можешь это назначить. Хотя во всем мире это назначают, потому что это запрещено в Российской Федерации. Но просто не успели. Ну, я уверена, что совсем скоро это все вернется. Очень хочется в это верить, правда. Друзья мои, на самом деле, смотрите, наш сегодняшний разговор, он о том, насколько непросто даже врачу понять, что назначить каждому из вас. И мы сегодня в очередной раз хотим вам сказать, ищите своего доктора. Это очень важно, чтобы специалист корректировал вашу систему питания, чтобы специалист назначал вам физические нагрузки и уж тем более, чтобы специалист назначал вам лекарственные, рецептурные препараты. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Если у вас есть проблемы с поиском таких специалистов, пишите нам в комментариях, мы обязательно ответим на них. А пока я хочу поблагодарить доктора за такой понятный и интересный разговор. Спасибо большое. Спасибо, Лен, мне было всегда приятно с тобой общаться. Большое спасибо. Будьте здоровы, друзья. Увидимся. Пока.